Привет, друзья! Вы, как обычно, находитесь на канале «Мы в Испании», а мы сами находимся в Испании, побережье провинции Аликанте, побережье Коста-Бланка. Сегодня замечательный, прекрасный, я бы даже сказал, декабрьский день. И сегодня мы поговорим о такой теме, которая у нас выявилась из самого названия, почему люди продают свою новую недвижимость и переезжают в другое. А также в этом ролике я расскажу о новинках, которые сейчас появились на рынке солнечных батарей. Расскажу, почему многие люди, которые установили солнечные панели, не получают достаточно энергии в декабре месяце, именно сейчас, вот когда вроде солнце светит. И также расскажу о солнечных структурах, которые появились в больших магазинах, ну, таких как Leroy Merlin там, и так далее. И почему не стоит их применять у себя при производстве работ, при установке солнечных панелей. Друзья, если у вас есть желание установить солнечные панели или зарядная станция для электромобилей, обращайтесь. Мы устанавливаем на побережье Коста-Бланка. В принципе, можно перемещаться и по всей Испании, если это выгодно будет для вас. Мы готовы. И в любом случае под самим этим роликом будут все контакты. Переходите, пишите. Есть WhatsApp, есть телефон. Ну, лучше, конечно, на WhatsApp писать, и, соответственно, мы решим вашу проблему и посоветуем, что вам лучше установить и смонтировать. Вы знаете, ситуация очень простая. Человек приобрел недвижимость, жилье, пожил уже порядка 10 лет, ну, новое, естественно, жилье, и сейчас успешно продал и купил новое. И вот мы решили на эту тему записать ролик. Ну, вроде бы все банальная ситуация, конечно, каждый человек выбирает, что лучше, и находит себе новое место. Но здесь было не совсем так, так как дом был приобретен и построен уже десятилетия от сегодняшнего дня, и, соответственно, все те технологии, которые были применены в этом доме, они, ну, немножко, скажем так, устарели. И владелец этого дома посчитал, что ему выгоднее будет продать этот дом, купить новый с новыми технологиями, с новыми, соответственно, решениями технологическими. И так и произошло. А почему он это сделал, я сейчас вам расскажу. Знаете, началось, оказывается, с того, что цены на энергоносители в Испании выросли, уже последние десятилетия растет. Если брать, ну, сейчас, может быть, там снизилась немножечко цена на электричество, но брать там 22 год, там и до этого цена была очень большая, соответственно, цены растут также и на газ. И когда вот этот наш товарищ посчитал, сколько он тратит на коммунальные платежи, и получилось, что его дом где-то ежемесячно потреблял энергии, и плюс отопление газовое там было порядка, ну, от 1500 евро до 2000 евро. Он умножил на 12 месяцев, умножил на 10 лет и понял, что за время проживания в этом доме он мог купить себе еще какой-нибудь небольшой домик, который продавался на побережье в то время, в момент экономического кризиса, когда цены упали, он мог за 100-150 тысяч евро приобрести другой дом. Соответственно, он понял, что если он будет продолжать жить в том же жилье, в том же доме, то он будет еще больше тратить, и задался целью найти себе идеальный дом. Мы его, может быть, покажем в этом видео. Ехать в тот дом, который не будет потреблять энергии и будет экономить его средства. Чтобы обобщить и рассказать, и предостеречь тех, кто собирается приобрести недвижимость, я обязательно рекомендую перед покупкой недвижимости либо самим посмотреть, оценить возможности установки тепловых насосов, солнечных батарей, проверить электропроводку. Если вы сами не можете, вы можете обратиться в нашу компанию, и мы, соответственно, проведем все вот эти вот исследования, а также можем проконсультировать именно в том числе и по телефону. Еще один момент, который хотел затронуть в этом ролике, это то, что сейчас очень много
материалов, связанных с возобновляемыми источниками, появились в Leroy Merlin, в магазинах. И каждый, кто заходит, видит, что сейчас возьму, куплю, поставлю, и все будет окей. Конечно, все, что продается в этих магазинах, это предназначено для DIY мастеров, то есть домашних мастеров, которые могут все правильно сделать. Но для того, чтобы использовать те материалы, которые используются и продаются вот в этих магазинах, вы должны понимать, что эти материалы, магазины выбирают именно такого качества, чтобы цена была очень дешевая. И, соответственно, цена там всех прельщает, все очень дешево стоит, но есть такие тонкости, которые вот мы на многих объектах встречаем в последнее время. Это, допустим, крепление самих панелей, сама структура, которая продается вот в этих магазинах, сделана очень из таких тонких материалов, ну, не предназначенных именно для нашего вот этого региона, где очень много коррозии, очень много ветра. По этой причине, если же вы делаете у себя во дворе или там на террасе какие-то солнечные панели, устанавливаете самостоятельно, конечно, это все возможно, если вы с руками, с головой, еще раз повторюсь, и приобрели это все в магазине, сделали все качественно, но если вам, допустим, вы наняли каких-то специалистов, которые приехали и вам смонтировали из тех же материалов, которые куплены в Leroy Merlin, ну, хочу сказать, что профессиональные материалы и профессиональные инструменты продаются именно в профессиональных поставщиков и у компаний, которые занимаются комплектованием профессиональных подрядчиков. И, соответственно, то, что продается в магазинах для DIY использования, для этих целей не подходит. Почему? Вот сейчас будет фотография, вы увидите, что была промышленная установка, было установлены солнечные панели, ну, скажем так, из магазина. И вот после того, как использовалась вроде в профессиональной установке, да, солнечная панель, все нормально, мы провели исследование, оказалось, что были использованы солнечные панели Ryzen, и ширина модуля была 30 мм. А так как эта установка установлена в горах, соответственно, при порыве ветра эта панель просто-напросто погнулась сама по себе, представляете? Мы буквально год назад снимали ролик и рассказывали вам про то, какие современные панели сейчас появились на рынке, то, что можно использовать. И видео набрало очень много просмотров, очень много комментариев писали под видео, очень много людей задавали вопросы именно. Также мы часть тех интересующихся людей перевели на наш второй канал, который называется GS Electro, то есть нашей компании. Одной из. И, соответственно, на этом сайте там уже техническая информация, которая размещена. Вы можете, кому это интересно, переходить туда, подписываться, соответственно. И не забывайте ставить лайки. И в продолжение хочу сказать, что сейчас, на сегодняшний день, я вам раскрою тайну. Ну, такая тайна, она не особо, как говорится, тайна для профессионалов. Какие сейчас выгодно ставить солнечные панели, что сейчас у нас на рынке и чем они отличаются от тех, которые были совсем недавно, ну, там 2-3 года назад. Самое основное, то, что мы публиковали у себя в Инстаграме, это то, что сейчас на рынке все производители привели к одному стандарту. То есть солнечные панели делаются сейчас одного стандарта для больших установок. Это 2 метра, ну, 2,30 где-то на 1,30 м шириной. И профиль стали применять именно не 30 мм, а 35 мм. Почему? И помимо всего этого, мощность самих панелей уже вышла 660-690 Вт. Те клиенты, которые сейчас хотят установить у себя на дом и будут требовать установщиков, привезите мне 660 или 690 Вт, я не совсем рекомендую, потому что модуль получился достаточно тяжелый, 40 килограмм веса, и если вы ставите, допустим, 20 солнечных панелей или 10 солнечных панелей на своем доме, ну, представьте, умножьте 40 килограмм на 10, это 400 килограмм, только у вас 10 панелей. Тон на керамической у вас черепицы, конечно, это вес большой. И поэтому только специалист может определить, какой вид панелей, какая мощность и какой вес вашего модуля предназначен именно для вашей системы. И поэтому, конечно, для резиденции в основном сейчас мы устанавливаем 550 Вт мощность, а для таких больших навесов, там где есть возможность сделать
нормальный металлический каркас, подчеркну, металлический, не алюминиевый, потому что я вижу, что многие установщики здесь на побережье устанавливают, делают так называемые пергалы из алюминия, которые были предназначены для толдосов. Для солнечных панелей при порыве ветра давление очень большое, и, соответственно, алюминий просто не выдержит тех крепежей или там сварочных соединений алюминиевых, просто гнет, и мы это видим уже на реальных примерах. Сейчас я хочу всех призвать поставить лайк этому видео, а те, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подписывайтесь. И возвращаясь как раз то, что продается в магазине, мы вот заходим в Leroy Merlin, недавно наш клиент сказал, что я зашел в магазин, вы нам выставляете условно там по 5 евро за метр, а я в магазине вижу 2 евро за метр. И вот он показал маленький такой профиль, буквально 25 миллиметров, и предложил, вот, говорит, поставьте мне вот на такой профиль, мне так хочется. Конечно, мы от этого его отговорили, объяснили технически. И вот еще раз хочу подчеркнуть, что то, что продается в магазинах, то, что вы видите в Leroy Merlin и подобные, магазин продает то, что они знают, уверены на 100%, что они продадут. И, соответственно, они выбирают именно те модели и те конструкции, которые не предназначены для всех клиентов. То есть это дешевая цена и, соответственно, низкое качество. И еще один момент, который очень часто спрашивают именно под видео и клиенты, это виртуальная батарея и что значит отдавать в сети, и что значит легализация. Значит, каждая электроустановка, которая связана с возобновляемыми источниками и с генерацией от солнечных панелей, либо от ветряков, естественно, в Испании нужно легализовать. Единственное, что есть такие плюшки, которые мы можем получить, это те установки, которые до 10 киловатт, легализуется очень просто, достаточно просто. Необходимо просто составить технический бюллетень, подать это все в администрацию, и все это делается, скажем так, уведомительным порядком. Те установки, которые выше 10 киловатт, достаточно сложнее. Нужно сделать некоторый проект, показать там, есть определенные процедуры, здесь ее рассказывать не буду. То есть нужно, скажем так, легализовать ее по большему кругу. Но это тоже все возможно сделать. Но в любом случае, когда вы легализуете свою установку, мы видим, что многие установщики, которые вот нам обратились, испанцы, которые смонтировали солнечную станцию 3 года назад, и до сих пор она не легализована. Там мощности больше, там около 16 киловатт. Но в любом случае легализовано. Они говорят, а зачем нам нужно, клиенту это не нужно, клиент вот он получает и все. Ну смотрите, у нас солнце, допустим, летом присутствует в небе 6 часов, там от 4,5 до 6, а зимой порядка 2, 3, 4 часа. И, соответственно, за такой короткий период какое оборудование будет работать дома? То есть дома обычно работает днем, какие-то мелочи, а человек приходит вечером, включает плиту, начинает греть воду и так далее. И, соответственно, основное потребление идет в тот момент, когда солнца нет. И по этой причине, конечно же, нужно иметь возможность, многие ставят аккумуляторные батареи, почему хуже или лучше, это определяется в любом случае в проекте, но в любом случае гибридная система это самое универсальное средство, самый универсальный способ, то есть можно часть энергии накопить у себя в батареях, часть энергии отдать в сеть и забрать ее потом уже в ночное время. Это самая лучшая установка. Если у вас только аккумуляторные батареи, автономная система, конечно, здесь есть свои тонкости, потому что в зимнее время могут аккумуляторы не успевать заряжаться, потому что есть причины, которые связаны именно с углом наклона солнечных панелей. В основном установщики здесь в Испании большая часть времени года находится солнечная установка. Солнце находится сверху, и солнечные панели делают с определенным градусом, там, от 9 до 15, там, до 20, кто как. А в зимнее время, так как солнце находится очень низко, и угол панелей должен доходить там, до 60, до 70 градусов. Что лучше для клиента? Установка обычно сетевая отдача, гибридная установка или автономная установка солнечных панелей и, соответственно, аккумуляторов и отдача в сеть. Все это решается на уровне проекта, но в любом случае могу сказать, конечно, такой баланс у каждого человека должен иметь, я считаю, что и батарею, и иметь возможность отдавать в сеть.
И сейчас то, что появилась виртуальная батарея, сейчас очень много поставщиков в электроэнергии, которые покупают энергию назад, они показывают такую услугу, как виртуальная батарея. То есть вы отдаете свою лишнюю энергию от солнца, отдаете в сеть, она, соответственно, накапливается, и потом вы по определенному тарифу, который обычно в 2 раза дешевле, чем вы покупаете у него, вы забираете, ну, как бы получаете сумму на свой виртуальный кошелек, который можете потом оплачивать плату за мощность, за потребленную энергию, ну и так далее. Сейчас очень много установщиков, которые переквалифицировались из кондиционерщиков, из сантехников и так далее. Сейчас очень много установок смонтированных, и клиенты потом звонят и спрашивают, и в том числе и сами установщики вопросы сами себе задают. А как же так, мы смонтировали солнечные панели, уже прям целых 3 киловатта, обещали человеку, что он сейчас купит электромобиль, у него будет все бесплатно. Человек купил себе iX BMW с 80 киловаттами батареи, включил все это дело в зарядку дома, машина заряжалась 3 дня, потратила за 3 дня кучу киловатт, и о наличии солнечной станции даже представления человек не имел, что он, имея солнечную станцию, имея электромобиль, имея зарядку, он стал тратить электроэнергии значительно больше. Ну, конечно, друзья, если вы установили всего 3 киловатта, а в машине у вас 80, конечно, вы будете потреблять, ваш автомобиль будет потреблять значительно больше. Вот об этом не рассказывают многие установщики, и, соответственно, для того, чтобы понять, ваш это вариант, нужно ли вам, и будете вы получать от этого прибыль или нет, это все рассчитывается, мы рассказываем своим клиентам, и вы в любом случае можете, ну, даже самостоятельно взять и рассчитать по мощностям, сколько вы сейчас потребляете, сколько у вас будет потреблять электромобиль и сколько даст вам ваша солнечная система. Считается очень просто. 10 киловатт, которые вы установили солнечных панелей, это не те 10 киловатт, которые выработал ваш инвертор. Ваш инвертор выработает значительно меньше, потому что солнце у нас не всегда постоянно светит, у нас есть рассветы, у нас есть закаты, у нас есть весна, осень, лето, зима, и в разных условиях, естественно, инсоляция совершенно разная, и поэтому та максимальная мощность, которую вы установили и получили там в июле или в марте месяце, когда самое лучшее солнце и не так жарко, естественно, эта энергия не перекроет ваши все 24 часа, потому что, ну, сами понимаете, день, светлое время у нас только часть, а все остальное это уже вечернее время и темное время. И, соответственно, ту энергию, которую вы хотите там сгенерировать от солнца, и чтобы вам хватило на весь день, тоже очень просто считается. Посчитайте, сколько вы потребляете, разделите и поймите, сколько вам нужно солнечных батарей. Если вы это сделать сами не можете, обращайтесь, мы вам все это дело рассчитаем. И если вы закажете у нас установку солнечных панелей или зарядных станций для электромобиля, конечно, мы за вас с этого денег брать вас не будем. Вот, друзья, видите, как от темы, почему продают недвижимость и переезжают в другую, мы перешли в возобновляемые источники. Ну, действительно, так и есть. Люди выбирают свои дома и хотят, чтобы жизнь была в доме комфортная. Потому что когда дом оборудован всеми вот этими вроде бы мелочами, да, умный дом, тепловой насос, солнечные батареи, вы меньше тратите на энергию, у вас больше сохраняется энергия, и жизнь становится значительно комфортнее. Друзья, кто досмотрел этот ролик до конца, по кодовому слову «Мы в Испании», если вы обратитесь по вот этим ссылкам, которые внизу, тому мы установим зарядную станцию ценой 1250 евро. Это будет автоматическая станция, которая будет сама определять нагрузку, подключение к интернету, и NFC-карты и так далее, так далее. То, что мы сообщали в наших сообществах. Так что, друзья, по коду «Мы в Испании» для вас будет скидка, и у вас будет замечательная зарядка для электромобиля. Надеюсь, вам все это дело полезно и вы получили какую-то информацию. Всем позитива, как обычно, hasta luego, до встречи вновь на нашем канале. Всем удачи и добра. Чао!